Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Агранян, я мастер рейки и медитации. И сегодня без каких-либо прикрас, без сглаживания углов мы с вами поговорим о природе энергии рейки. Да-да, именно о том, какой энергией рейки является на самом деле, что это такое. Я сам использовал такие слова, как божественная энергия, универсальная жизненная энергия. На самом деле в каждом из этих словосочетаний есть ключевая ошибка. Потому что когда вы воспринимаете энергию рейки не такой, какой она является на самом деле, вы, соответственно, от нее либо чего-то ждете, либо чего-то боитесь. И сегодня многие из ваших заблуждений и мифов мы развеем раз и навсегда, потому что я расскажу об энергии рейки именно такой, какой она является на самом деле. Начнем мы с того, что система рейки возникла на Востоке, она возникла в Японии, и основатель этой системы был буддистом. И естественно, что его взгляд на этот мир, на эту энергию имеет ключевое значение, потому что нам с христианским мировоззрением видится энергия немного не такой, как ее видел буддист Микао Усуи. Поэтому, чтобы воспользоваться всеми возможностями системы рейки и энергии рейки, нам нужно избавиться от этих ограничений. Итак, чтобы понять, что такое энергия рейки, нам нужно с вами углубиться в философию. Когда мы говорим о том, что мы обращаемся к энергии, находящейся вокруг нас, энергии, пронизывающей все живое, вам, может быть, представляется океан энергии, в котором живут все живые существа. И эта энергия разлита везде, и она обладает собственным сознанием. Интересно, как это, конечно, укладывается в вашей голове. Но чтобы точно описать энергию рейки, давайте с вами вспомним. Когда вы спите, вы видите себя и видите других людей. Кто создал этих других людей и кто создал вас во сне? Во сне вы видите себя так же, как видите сейчас. Руки, ноги, туловище. Вы не видите своего лица. Во сне вы видите окружающий мир, силы природы, земное притяжение. Все это существует за счет вашего воображения. Источником и создателем всего являетесь вы. Помните, как во сне вы тоже чего-то боитесь, от кого-то убегаете, переживаете, волнуетесь, страдаете, живете. Но когда просыпаетесь, понимаете, что все эти переживания были совершенно бессмысленными. Почему? Потому что во сне вам никто не угрожал. Все, кого вы видели, были вами же и придуманы. Их нет. Их придумали вы. Да, удивительно, что вы можете видеть свою маму, папу, свою жену, детей, животных. Но на самом деле, как вы понимаете, их придумали вы. И самое интересное, вот во сне, который вы видите, где находитесь вы? Вы находитесь в воздухе, в пространстве. Потому что весь мир, который вы видите, внутри вашего сознания. Кто создатель всего? Вы. Кто источник энергии для всех? Вы. Кто придумывает сценарий движения для всех? Вы. Знаете, что говорил Будда? Что мы все спим. Будда переводится как пробужденный, тот, кто проснулся от сна неведения. И он говорил, что сейчас происходит точно то же, что каждую ночь мы видим во сне. И если это сон, спросите себя, где сейчас вы? Вы не здесь, не в теле. Вы вот здесь, в пространстве. Это все вы. И даже каждый человек, которого вы видите, это тоже вы. Тогда возникает вопрос, что за энергию мы просим исцелить нас? К какой силе мы обращаемся и вымаливаем у нее какое-то снисхождение и благодарность? Вы понимаете, что вы обращаетесь к самому себе. Именно поэтому на Востоке говорят, что вы и есть Бог. И это не метафора. Это буквально так и есть. Вы создатель этого мира. И энергия, о которой мы говорим, разлита в пространстве, она действительно везде. Почему? Потому что все находится внутри сознания, создавшего этот мир. И это сознание не божественное, чье-то там. Это сознание божественное, но ваше. Теперь, когда вы понимаете, что эта энергия и есть ваша энергия, разве она может закончиться? Разве она может вам отказать?
Разве может быть место, где ее нет? Разве она может не прийти к вам на помощь? Разве она может отказать кому-то? Конечно, нет. И разве есть просьбы, о которых нельзя просить? А теперь вопрос. Нужно ли вам что-то, чтобы воспользоваться всей этой мощью? Да, нужно просто знать, что это ваша энергия. Она ваша здесь, сейчас, всегда и на 100%. Почему же мы не пользуемся ею? Потому что считаем, что мы внутри, а это что-то снаружи. И тогда начинаются все человеческие проблемы и взаимоотношения с Богом. Я прошу, меня не слышат. Я делаю что-то плохое, меня наказывают. Теперь вы понимаете, что вас слышат. Или если вам кажется, что вас не слышат, то вы сами игнорируете свою просьбу. Если вам кажется, что вас не любят и вас наказывают, то единственный, кто вас не любит и наказывает, это вы сами. Потому что вот эта великая сила, находящаяся вокруг нас, это мы. Но, к сожалению, она не слушает нас буквально, не подчиняется каждой моей воле, каждому моему желанию. Почему? Потому что эта сила наша бессознательная. То, что есть мы, но то, что мы не осознаем и не контролируем. И наша практика духовного развития – это практика увеличения осознавания. Когда бессознательно уменьшается, сознание увеличивается. И в конце концов, когда мы достигаем просветления, 100% становится нашим сознанием. Все становится понятно, известно, ясно и контролируемо. Именно поэтому для просветленного нет ограничений, а для нас существует мир, который против, который нужно просить, в котором нужно выживать, иногда в нем нужно бороться. Вам нужно серьезно перестроить свое мировоззрение, и тогда этот мир станет волшебством. А то, что вы называете энергией рейки, наконец-таки перестанет быть внешней энергией и станет вашей собственной. Теперь давайте, исходя из этого понимания, войдем в это состояние. Немножечко попрактикуем. Прикрываем глаза, расслабляемся. Подумайте о том, что вы сейчас спите, и где-то вы, настоящий, совершенно другой, отдыхает. И в вашем сознании разворачивается прекрасный фильм под названием «Это жизнь». И пока вы не знали, что это ваш сон, он мог быть не очень приятным. Теперь это ваш сон, это ваш мир, и это ваша энергия. Расслабьтесь. Она ваша. Всегда была, есть и будет. И вы не внутри тела. Вы снаружи. Вы тот, кто в пространстве. Вы тот, кто между. Тот, кто везде. Потому что все это, все, что вы видите вокруг, внутри вас. Станьте собой и будьте собой. Ощутите эту силу, которая всегда была вашей и всегда будет вашей. Когда вы потеряете это состояние, просто напомните себе о нем. И в долю секунды вы уже будете в нем, потому что в него не нужно входить, в него нужно вернуться.
Сохраняя это состояние, открывайте глаза. Не теряйте его. И помните об истинной природе энергии рейки. Она не заканчивается. Она не обижается. Она ниоткуда не приходит. Она никогда не отказывает. И навсегда у вас. Под рукой, перед носом, внутри и вокруг. Вы просто не в теле. И это самое главное. Это больше, чем энергия рейки. Это больше, чем урок об энергии рейки. Надеюсь, вы его поняли. И если с чем-то из сказанного мною вы пока не согласны, продолжайте размышлять над этим, сравнивая все, что происходит с вами во сне, с тем, что происходит в реальности. И на многое вы сможете взглянуть по-другому. Я не утверждаю, что это правда, но это отличная тема для того, чтобы над ней поразмышлять. Спасибо большое за внимание. Понравилось это видео? Не забудьте поставить ему лайк, порекомендовать своим друзьям, особенно тем, кто задумывается над подобными вопросами. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И до встречи. Пока.